Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас будет супчик. Супчик очень быстрый, готовится очень быстро, очень просто при наличии готового бульона. Бульон предварительно сварила. Буду супчик готовить сегодня на говяжьем бульоне. У меня здесь одна большая картошина. Я сейчас ее порежу на кубики. Бульон у меня готов. Мясо буду вытаскивать. Отваривала говяжью грудинку. Сварилось очень хорошо. И в этот бульон отправляю картофель. Пусть оно варится, а мы пока займемся поджарочкой. Налила в сковородочку 3-4 столовые ложки растительного маслица. Буду обжаривать лучок. 2 небольшие луковицы нарежу. Закладываем лучок в сковородочку. Пока лук жарится, нарежу морковочку. На днях муж готовил плов и нарезали очень много морковки. Будем запускать эту морковочку. Я вот так покрошу его кубиками. Морковку отправляем к луку. Тоже пусть обжаривается. Хочу положить еще болгарский перчик. Хотите — кладите. Не хотите — не кладите. Поджарочку, пожалуйста, на ваш вкус готовьте. Кто что любит, закладывайте в эту поджарочку. Отправляю болгарский перец в сковородочку. Можно на этом этапе больше ничего не закладывать в поджарочку. Но хотите, можете положить томат, пасту. Просто у меня здесь есть помидорки, которые немножко помялись. Везли с рынка, положили тяжеленькое на помидоры. И помидоры немножко подмялись. Я сейчас их тоже порежу меленько и тоже запущу. Будет вкусненько. И с помидорами вкусно, и без помидоров вкусно. Нарезала небольшие 3 помидорины. Отправляю тоже под жарочку. Под жарочку добавлю пол чайной ложечки соли, чтобы быстрее пожарилась. Пока поджарочка готовится, картофель варится, мы подготовим тесто. Тесто готовится очень просто, без всяких заморочек. Ничего не нужно месить, ничего не надо раскатывать. Разбиваю 2 яйца. Тут у меня полкилограмма муки. И все буду перетирать в крошку. Перетираем в крошку. Сначала вилочкой. Переходим на ручки. Такой суп у меня готовила бабушка. Были такие года, что не всегда мясо на столе было. Она могла приготовить такой суп просто на овощном бульоне. Ну, если хочется что-нибудь посытнее, чтобы было. Могла разбить пару яиц, взболтать и отправить в этот суп. И было очень вкусненько. Сейчас мы с мясом готовим, с поджарочкой. Крошку готовила на воде. Все, готово. На полкилограмма муки хватает 2 яйца. Возможно, этой крошки будет много. Ничего страшного. Расстелю, высохнет, и в следующий раз использую. Сейчас я его пропущу через ситечко. Пропускаю через ситечко. Сухую муку всю просеиваем. Такой супчик в 90-е годы очень хорошо выручал. Бывало так, что и крупы в магазине не возьмешь. Стараюсь по максимуму просеять муку, потому что если его не просеять хорошо, суп такой будет, как киселеобразный. Муку просеяли, 1/3 часть муки где-то осталась. Его не нужно выкидывать, вы можете его еще раз использовать, а можете там, рыбу, если, например, надо будет обвалять, или там, например, курочку надо будет обвалять, можно использовать ее. Картошка уже доходит, буду нарезать мясо порционно и закладывать назад в бульон. Поджарочка у нас готова. Отправляю в бульон. Закладываю назад мясо и доводим снова до кипения. А я тем временем нарежу зелень. Пробую бульон на соль. Соли чуть-чуть мне не хватает. Добавляю. Кладу свою дошиду. Теперь закладываем наши
крошку. Попробуем на соль. Очень вкусненько получилось. Тесто практически готово. Буду закидывать зелень. Тут у меня немножко петрушки, немножко укропа и пару лавровых листочков и пару зубчиков чесночка. Все это закладываю. Все, супчик готов, выключаю. Минут через 10 будем кушать. Вот такой вот прекрасный супчик мы с вами приготовили. Готовится очень просто, готовится очень быстро. Незаслуженно забытый рецепт, я считаю. Я уже пробу сняла, получилось очень и очень вкусненько. Казалось бы, мука и яйцо, а тесто совершенно другое, отличается от макаронных изделий. Получилось очень вкусненько, нежненько. Мы в детстве любили этот супчик. Когда мама спрашивала, что вам приготовить, мы всегда кричали: бабушкин супчик. Рекомендую приготовить такой супчик. Люди нашего поколения знают, что это такое. Молодым, может быть, это диковинку. Попробуйте, не пожалеете. Желаю вам на вашей кухне вкусных, удачных рецептов. Готовьте с удовольствием, кушайте вкусненько и будьте здоровы. Всем приятного аппетита!